Хорхе Фернандес Диас. Испанский государственный и политический деятель, который покинул пост министра внутренних дел Испании в 2016 году. Однако на сегодня все еще актуально то, что называется дело Kitchen. О Caso Kitchen. Дело кухня. А его главный герой сегодня, в 2026 году, находится на скамье подсудимых и интенсивно пытается увернуться от тюремного срока длительностью в 15 лет. И не только от этого. Я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я вообще ничего не понимаю в политике, ни в политике Испании, ни в политике других государств, но зато я очень хорошо разбираюсь, знаете, как профессионал. Я хорошо понимаю, о чем говорят лица людей. Поэтому моя профессия называется физиогномист. Я читаю лица и составляю психологические портреты личности по чертам лица. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека. И этим мы сегодня с вами и займемся. Сейчас коротко скажу, чем я занимаюсь, кроме всего. Когда я составляю психологический портрет личности, я провожу консультации. Иногда они могут быть совмещены с коуч-сессиями, если в этом есть необходимость. Я консультирую в индивидуальном порядке, то есть человек приходит и говорит, я там что-то хочу о себе знать. Что-то это слабые, сильные стороны, это таланты, это ресурсная база, то есть где человек может проявить себя самым наилучшим образом. Вот, также я консультирую пары, если у них есть там какие-то конфликты. Я консультирую родителей по поводу будущего детей, но обычно я делаю консультации для детей старше, чем 15-16 лет. Вот. И также я консультирую женщин и мужчин на тему потенциальных партнеров, выбора потенциального партнера, потому что по лицу можно прочитать такие вещи, о которых человек вам не скажет. Как и наш сегодняшний главный герой Фернандес Диас. Вы поймете в конце видео, что это за человек. Вот. И так как я читаю лица достаточно эффективно, я бы сказала так. Про скандал с Хорхе Фернандесом Диасом я узнала случайно. Вот, как и все остальное. Я узнаю случайно из каких-то источников. И я вам скажу так. Когда я увидела его лицо, я поняла. Первое. Что такого человека я бы к себе в окружение не пустила. То есть в круг своих друзей я бы такого человека не пустила бы и близко. Даже если бы я о нем ничего не знала. Вот давайте представим, что о нашем сегодняшнем персонаже я тоже ничего не знаю. И у меня есть просто несколько фотографий, причем из разных времен. Каким-то фотографиям 10 лет, какие-то фотографии очень свежие. Вот мне достаточно было посмотреть на его лицо, проанализировать ряд характеристик и понять, что я такого человека рядом с собой видеть не хочу, потому что я не смогу ему доверять. И если у вас достаточно будет терпения досмотреть это видео до конца, вы поймете почему, потому что мы сейчас полностью пройдемся по его характеристикам. И, кстати, в результате того, что я читаю лица и по фотографии могу понять в общем, что из себя представляет человек, мужчины на сайте знакомств, а у меня там есть профиль, потому что я свободная женщина, получают от меня отказы. Отказать, 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 потому что есть характеристики личности, которые я не хочу видеть в своем партнере. И к тому типу личности относится наш сегодняшний главный герой. Итак, поехали. С чего мы начнем? Я бы предложила начать с триггеров. Вот какие триггерные вопросы связаны со скандалом вокруг его персоны? Первый. Вопросы, триггеры обвинения. В чем его обвиняют? Значит, его обвиняют в создании подпольной политической организации, подпольной полицейской организации. То есть мало того, что он руководил всей полицией, министр внутренних дел, руководил всей полицией страны, все ходило под ним. Он создал подпольную полицейскую организацию. С какой целью? С целью шантажа и сбора компромата. С целью шпионажа. О, выговорил. Вот. Во времена правительства Рахоя.
То есть это было не вчера, это произошло 10 лет назад. Вот. Но тогда он проделал определенную работу, результаты которой сейчас пытается расхлебать. Вот. Там нужно было выкрасть какие-то документы, компрометирующие какую-то там черно-белую бухгалтерию. Также с его именем связаны обвинения в растратах государственного бюджета. И что еще у нас было? И нарушение неприкосновенности частной жизни. Вот. Причем Фернандес Диас все отрицает. Но у него там есть подельник, чьи факты, чьи слова говорят обратное. А мы с вами сейчас установим, насколько этому человеку вообще можно верить. Потому что среди вопросов, которые я хочу задать вам и вообще, знаете, вообще испанскому правительству, будут вопросы. Первое. Кто назначил такого человека на этот пост? Знал ли тот, кто его назначает, что он из себя представляет и какими интересами он руководствовался? И второе. Почему, когда назначали такого человека на этот пост, не позвали физиогномиста? Вот почему не позвали? Чтобы его лицо прочитали и сказали вам то, что скажу сейчас я. Поехали, затянули вступление. Значит, подводя итог проблематики, то есть обвинения, врет ли он? Врет ли Хорхе Фернандес Диас? Врет ли он? И оправданы ли обвинения в том, что он двуличный? Вот запомните эти два вопроса, потому что вокруг них будет строиться сейчас весь анализ его лица. Смотрим на первую фотографию. Смотрите, вот первое то, что бросается в глаза, то, что просто очевидно. У него маленькая задвинутая челюсть. Нижняя челюсть, вот эта вот подвижная часть лица, она у него маленькая. У нас в среде физиогномистов мы ее называем четвертая. Это шпионская челюсть. Знаете, чем она характеризуется? Что такое нижняя челюсть? Нижняя челюсть – это наша армия. Это то, чем мы действуем, но и то, чем мы сопротивляемся. Если идут проблемы, стрессы, какой-то кошмар, чем крупнее у человека и развитие нижняя челюсть, тем больше его стрессоустойчивость, способность удерживать стресс, утилизировать его. Понимаете? Справляться со стрессом. Если эта челюсть маленькая, это говорит о том, что он не может идти в прямую лобовую атаку. Он атаковать не может. У него ресурса для этого нет, силы нет, способности нет. Вот, понимаете? И стрессоустойчивость у него очень низкая. И все вокруг этого строится. Этот человек, знаете, вот в чем опасность таких людей? Такие люди для того, чтобы не испытать стресс, заранее готовят ситуацию таким образом, чтобы отгородить себя от любых проблем. Смотрите, я сейчас вам для наглядности просто покажу. Вот есть первая челюсть, да, вот такая массивная, она высокая по высоте и широкая по ширине. Мы говорим сейчас о пропорциях. Есть низкая челюсть, но тоже широкая. Это переговорщики, это танки, это переговорщики. Третья челюсть – это клинообразная, клиновидная, треугольная, высокая. Это люди-поезда или достигаторы. И четвертая, когда она не широкая, она не высокая. И как видите, здесь ресурса просто нет. Это шпионская челюсть. Или челюсть предателя, иногда ее называют. Смотрите, у меня тут есть несколько наглядных таких для вас, просто крупным планом. Вот это одна, двух других у меня нету, а эти я вам, конечно, покажу. И вот это вот высокая, да, то есть такая очень высокая, такая очень мощная. Это очень стрессоустойчивые люди, я вам хочу сказать. Но люди с маленькой челюстью, как у Фернандес Диаса, люди с маленькой челюстью, что делают? Они готовят план заранее. Они изучают объект своего внимания. Ищут самое больное место. Я не просто так сказала, что у него челюсть задвинутая. Я имела в виду вот эту ситуацию. Если смотреть в профиль на вот эти две точки, то есть нижняя челюсть, да, по отношению к верхней, когда они одинаковы, эта челюсть называется в балансе.
Есть ситуация, когда челюсть нижняя выдвинута. Это очень проактивные люди, очень проактивные. Эта челюсть может, обычно свойственна лидерам, которые ведут за собой людей. Проактивность. Он еще не успел подумать, он уже побежал. У нашего главного героя челюсть вот такая, она задвинутая. То есть нижняя челюсть ушла за параметр верхней. Это значит выжидание. Человек изучает объект своего интереса, изучает, находит самые больные места, самые больные точки и выжидает. В строго определенный момент, максимально подходящий, он нападает из-за угла. Почему нападает из-за угла? Из-под тишка. Потому что у него нет ресурса, у него просто нет ресурса бороться в открытую, идти в открытую атаку. Поэтому он нападает из-под тишка, бьет быстро и в одну точку, в самое больное место. Просто вставил иглу с ядом, и его противник повержен. Есть огромное количество среди политических деятелей примеров таких методов действия. Понимаете меня о чем? Вот. Сидит, выжидает, изучает, раз, и противник уничтожен. Сразу могу задать вопрос. Вы хотите среди своих друзей иметь такого человека? Сможете ли вы ему доверять? Далее. Зная о своей особенности, о том, что он открыто защищаться не будет, нападать открыто он не может, у него нет ресурса для этого, он делает все, чтобы не пострадать. То есть он всегда нападает первым. Второе. Лысина. Обратите внимание на его лысину. У него раньше были волосы. Где-то вот как у меня вот здесь на этом уровне. Волосы ушли. Это очень интересный тип лысины, метода лысения, который говорит о том, что, во-первых, человек очень много думает. А думает он очень много. У него много мозгов. Как он думает, мы с вами к этому дальше придем. Он очень много думает, но вопрос его двуличности проявляется как раз через вот этот метод лысения. Это метод лысения обычно свойственно людям, которые играют роль, которые не являются, вернее как, которые играют роль человека, персонажа, которым они не являются. То есть они устраивают всю жизнь некоторое театральное представление. Театральное представление. Поэтому та роль, которую он играет, не соответствует его истинной личности. Свою истинную личность он прячет. И я думаю, у него есть на это свои причины. Вот. Далее. Так как играть роль, то есть всю жизнь носить маску, и очень даже не одну, потому что в интернете обсуждают его повышенную религиозность, какой вот он религиозный, высокодуховный, то есть вы понимаете, да? И тут же это достаточно двуличная персона, которая выдает себя вообще не за себя, а совершенно за другого человека. Вот. И это очень большая тяжесть, то есть психофизически, психофизиологически это сложно. Поэтому мы видим у него под глазами большие мешки. Причем эти мешки тоже появились не вчера от стрессов, от того, что происходят сейчас судебные процессы. Эти мешки появились очень давно. Это накопленный опыт от усталости нести вот эту тяжесть на своих плечах. Вы можете себе представить? Далее. Обращаем внимание на его нос. Одна фотография, смотрите, вот нос, нос, нос. И вторая, что мы видим? Опущенный кончик носа. Я вот прямо тоже вам покажу его. Опущенный кончик носа и большие ноздри. Опущенный кончик носа говорит о том, что этот человек скрывает планы. Это коварство. Вот чистой воды коварство. Вопрос, где и как оно проявляется, а у предпринимателей и политиков оно проявляется вообще отлично. Зачастую в довольно деструктивной форме. Так вот, что это значит? Опущенный кончик носа. Это говорит о том, что у него всегда есть козырь в рукаве. И вытащит он его, чтобы разыграть в самый последний момент. Это говорит о том, что у него есть не только план Б, если провалится план А. У него есть план С, у него есть план Д, у него есть план Е. Понимаете? И никто никогда об этих планах знать не будет. Потому что маленькая челюсть, кроме всего, это повышенная тревожность. Он боится, живет в страхе и никому не доверяет. Можете представить жизнь этого человека? Вот. Поэтому он скрывает все свои планы по максимуму.
И о том, что он надумал, вы узнаете после того, как он уже это сделал. Далее. Глаза. Прищуренные глаза. Это глаза, в которых нет иллюзий. Это глаза, в которых нет фантазий. Там есть четкое понимание цели. Там очень четкое, очень понятное целеполагание. Они расположены глубоко. Это человек, который обычно собирает информацию и держит ее при себе. Люди с такими глазами информацией не делятся. Все в них. Они все оставляют себе. Они могут что-нибудь сказать для проформы, но они все оставляют внутри себя. Далее. Низкие брови. Он очень погружается в те вопросы, которые его интересуют. У него прямо такая погруженность. Вот он относится, знаете, как с ответственностью к тому, что он делает. На что хочу обратить внимание, когда я говорила про лысину. Обратите внимание на вот эти вот места. Это эвристические бугры. Они у него очень хорошо развиты. У него прямо здесь выпирающие кости. Что значит эвристические бугры на лбу? Это говорит о том, что человек способен решать вопросы нестандартными путями. В конструктивном понимании это кризис-менеджеры. То есть это люди, которые способны выйти далеко за рамки проблемы, посмотреть на нее со стороны и найти супер нестандартное решение. Он это делает всю свою жизнь. Поверьте, у него есть на это способность. Он будет искать такие ходы, о которых никто бы никогда бы и не догадался со средним интеллектом. Вот. В интеллекте я не могу отказать, мы ему не можем. Плюс у него к эвристике выражена зона эго. Вот это место. Обратите внимание. Я пересмотрела несколько фото и видео разных. Им управляют эго-амбиции. То есть, по большому счету, к власти, такую власть дали человеку, который действует на основе своих эго-амбиций, своих личных эго-амбиций. Вопрос в зал. Каким образом коррелируют интересы страны с его эго-амбициями? Или наоборот, если интересы страны с его эго-амбициями не коррелируют, он занимается удовлетворением своих амбиций. Как вы считаете, выбор такого человека? Далее. Некоторые второстепенные факторы, но усугубляющие ситуацию. У него тонкие губы. Это говорит о том, мало того, что они тонкие, они еще завернуты внутрь. Это говорит о том, что он не способен воспринимать эмоции, собственно, как он не способен их и производить. То есть, возможно, когда-то эти губы были развиты, да, при рождении, разве что. На протяжении всего времени они завернулись. У него это пониженная чувствительность и неспособность воспринимать эмоции. То есть вы ему устроите скандал, он посмотрит вот так вот. Бесполезно. Таким людям скандалы, цыганочку с выходом устраивать бесполезно. Далее, обратите внимание на его рот. У него большой рот, он очень амбициозен. То есть мало того, что у нас есть эго, у него есть эго-амбиции, которые его ведут, у него есть большие амбиции к захвату. Он жадный, он хочет больше. И у него была эта власть, и у него было это все больше. Сейчас, эта фотография буквально свежая, обратите внимание на его впалые щеки. У него раньше щеки были вот такие, а сейчас они впалые. Впалость щек говорит о том, что у него раньше было много ресурсов, было много накоплений, была власть, было влияние. И это все он потерял. И все его накопления ушли, и это выражается через впалость щек. То есть сейчас баланс с внешним миром идет в минусы, то есть он нарушен. Он больше отдает, чем получает. Раньше он получал больше, чем отдавал. Что еще хотела сказать? Про проваленные щеки сказала. Давайте на одну секундочку обратим внимание на его мимику. Это мимика. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот эту фотографию. И посмотрите, пожалуйста, еще на эту фотографию. Как вы думаете, какую эмоцию он нам демонстрирует? Внимание, вопрос. Какую эмоцию он хочет, чтобы вы увидели? И в какую эмоцию вы должны поверить? Пишите в комментариях. 1, 2, 3. Смотрите. Мы, глядя на эти фото, должны поверить в эмоцию провала. Да? Фракасу, провал. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, как сжаты у него губы и где находятся углы рта,
Не удлинители, а углы губ. Углы губ направлены вверх. Он улыбается совершенно бессовестно. Никакого раскаяния, никакого раскаяния. В то время, когда он показывает, а он привык носить маску, он привык показывать чужое лицо, не свое естественное. Для него это нормально. Пока он демонстрирует прессе и всем остальным людям провал на лице, его мозг лихорадочно работает над тем, каким образом он избежит наказания. Он знает, что он виноват. Но я думаю, он знает, что доказательства, либо нельзя доказать, либо у него что-то в запасе есть. И я совершенно не удивлюсь, если этот судебный процесс будет длиться очень долго из-за отсутствия вполне конкретных доказательств. И он об этом знает. И он очень тщательно прячет улыбку. Я не могу назвать ее улыбкой триумфатора. Нет, нет. Вот. Но это не провал. У него есть еще какие-то запасные ходы, какие-то планы С, Д, Е и так далее. Потому что это очень, очень хитрый и очень коварный человек. И поверьте, он не будет защищаться напрямую. Скорее всего, там будут задействованы другие лица. Вот. Поэтому, кому это интересно, вы можете следить за этим процессом. Я, честно говоря, далека от этого всего. Но окей. Как есть, так и есть. Итак, давайте еще раз пройдемся. Хорхе Фернандес Диас. Пройдемся. Давайте соберем его портрет. Мастера подковерных интриг. Слабая челюсть заставляет человека искать возможности для изучения своих врагов и бить один раз, но в самое больное место сразу на поражение. Первое. Опущенный кончик носа, скрытность и коварство. Никто никогда не знает его планы четко и ясно. Третье. Лысина, которая говорит о том, что он выдает себя за другого, что он играет роль, что это все театр. И люди в это давно привыкли верить, в то, что он демонстрирует. Четвертое. Способность, прищуренные глаза, способность собирать информацию и держать при себе. Опять-таки, плюс опущенный кончик носа, никто никогда не узнает о тех козырях, которые у него есть в рукаве. Тонкие губы, удлинитель рта, амбиции, он свое не отдаст, хотя он уже много потерял. Он много потерял. Но он свое не отдаст. Не тут-то было. А теперь на основании всего этого давайте, у меня тут есть список вопросов, которые я подготовила, да, подготовила. Вернемся к вопросу. Первое. Кто назначил его на этот пост? Этот человек знал, кого он туда ставит или нет? Или эти люди? Второе. Почему, когда его избирали, не позвали физиогномиста? Вот теперь у вас есть я, вы можете позвать меня. Я прочитаю лицо кандидата и скажу, что он из себя представляет. Третье. Готовы ли вы доверять человеку, который играет роль, и вы не знаете точно какую? И тем более вы понятия не имеете, что он из себя представляет на самом деле. Далее. Как верить тому и что ожидать от человека, чьи планы не ясны и у которого есть 5 запасных вариантов? Как доверять человеку, который может ударить в больное место? Особенно если ему это выгодно. На основании вот этого анализа лица, я думаю, вы найдете все ответы на эти вопросы. Я благодарю вас за ваше внимание. Простите, что вышло так длинно, но есть о чем поговорить. И это мы с вами еще не коснулись морщин, мы с вами еще не коснулись целого ряда характеристик, потому что на самом деле там еще много чего есть. Вот. Но я прощаюсь с вами до следующего раза, до следующего лицевого разбора. Вы можете посмотреть у меня в плейлистах. Я делала анализы лиц разных людей, скандальных, нескандальных. Все это есть у меня здесь на ютубе. Вы можете ознакомиться с этим. Для женщин по средам я выпускаю контент, посвященный красоте и естественному омоложению, потому что, помимо всего прочего, я являюсь тренером по гимнастике для лица, да, техники естественного омоложения, я тренер по фейсбилдингу, вот именно. Вот. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, делитесь с ними, им. И если вы делитесь, если вы живете в Испании или говорите на испанском или английском языках, пожалуйста, когда вы делитесь моим каналом, просите своих друзей включить испанские или английские субтитры. Я специально для вас их сюда ставлю. А нашим сегодняшним главным героем был Хорхе Фернандес Диас, бывший министр внутренних дел Испании. И я надеюсь, что вам понравился анализ его лица. С вас подписка,
лайк и комментарий. Увидимся в следующий раз. Всех обняла.